I was going to begin today by sharing a little story. Я сегодня хотел начать с небольшой истории. A story that will probably embarrass my wife and Natasha. Я думаю, что когда я ее расскажу, что моей жене и Наташе им обоим будет немножко не по себе, я их немножко так засмущаю. But it will help us start our study of a passage that I wanted to share Но эта история today. нам поможет просто приступить к тому отрывку, который я хочу вам сегодня рассказать. We're going to be looking at Proverbs chapter 31, 10 through 31 today. В 31-ю притчу с 10 по 31 стих. And of course, the reason I decided to do this is because today in the United States is Mother's Day. Я выбрал не случайно эту тему. В Америке сегодня большой праздник, День матери. And I think it's a marvelous thing for us to be able to honor those to whom honor is due. И вы знаете, я считаю, что это прекрасный праздник, что нужно чтить тех, кто достоин почтения. A few years ago, when we were living in Donetsk, Так вот, несколько лет назад, когда мы еще жили в Донецке, we enjoyed having people into our home. мы часто приглашали к себе гостей домой. We got to know a man, and he was kind of an interesting man, and we decided, well, we want to have him in our home one night. Однажды мы познакомились с одним человеком, очень экстравагантным, и вот мы решили как-то его пригласить к себе домой. Natasha and Sasha came, Мы также пригласили Наташу и Сашу. because I needed a translator to translate. Мне нужен был переводчик, чтобы переводили. And as the evening was going И along, вы знаете, вот вечер проходил, I noticed that he was eating a little bit, but he was really looking at Mary Lee. вы знаете, я заметила, что человек кушал совсем немного, а вот как бы просто пристально, постоянно смотрел на Мэри Ли. And then he would look at Потом Natasha. на Наташу так смотрел. Then he would look at Mary Потом Lee. опять на Мэри Ли смотрел. And then he would look at А потом Natasha. опять на Наташу. Occasionally, Время от времени. he would look at me and Он Sasha. отводил взгляд так на нас с Сашей, тоже посматривал. But he was enjoying a good Ему meal. очень понравился That was ужин. very nice that she had prepared Ему the тоже- room very nicely Все too. было очень прекрасно. Мэри Ли еще и комнату хорошо, столовую украсила. And finally he looked at me И наконец-то он на меня посмотрел and he said, Jay и Don, говорит: Джей Дон, you're a lucky как man. же тебе повезло. And he'd look back at Mary Lee. Потом на Мэри Ли посмотрел. Jay Don, you are a И lucky опять говорит: man. Джей Дон, как же тебе повезло. Then he'd look at А Sasha. потом на Сашу смотрит и говорит: Sasha, Саша, you are a как lucky же man. тебе повезло. Of course, that was interesting because both Sasha and I knew that we were very, very blessed men. Конечно, и Саша, мы понимаем, что мы очень благословлены Богом, Because God had blessed потому что us это Господь нас благословил. in a very special way Он with some особое very нам special women благословение дал, in our дал lives. нам прекрасных жен. And so now then, we've remembered that fondly through the И years. вы знаете, годы идут, а мы так иногда себе напоминаем, как же нам повезло. And once in a while, I'll look at Mary И Lee and время от say, времени я смотрю на Мэри Ли и говорю: I'm a lucky man. как же мне повезло. And she'll say, А она мне говорит: yes, and don't forget it. да, это не забывай. Well, I don't. I mean, Я не забываю. I know Я how это special знаю наверняка, я знаю, что она особенная. she has been in my life. Это особенный человек в моей жизни. And this passage in Этот отрывок Proverbs chapter 31 31 главе притч talks about a very special woman. тоже говорит об особенной женщине. And he begins by saying, it's hard to find an excellent wife. И начинается отрывок с того, что здесь говорится, что тяжело найти такую хорошую жену. She's worth far more than rubies. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. We could say she's far more worth more than diamonds. Можно сказать, цена ее Jewels, выше whatever jewels you want to бриллиантов, say. любых сокровищ, любых драгоценных камней. The point is
there's real value in finding a woman of the character and quality that this woman Если is. ты найдешь такую женщину с такими качествами, с такими характеристиками, как у этой женщины. And any man who finds a wife Всякий like this мужчина, нашедший такую жену, is a very blessed man. очень благословен Бога. And for those of you who have not found that woman yet, А кто-то из вас пока что не нашел такую женщину, I hope you do. я надеюсь, вы ее найдете. Because there's a real blessing in that. Потому что в этом огромное благословение. And for those women here who are not yet married, А к женщинам обращаюсь здесь, девушкам, которые еще не замужем. I hope you will Я become надеюсь, вы like this станете woman, такой женщиной. or at least strive По to. крайней мере, будете к этому стремиться. One of the things that we have up here is we have how different people see this woman. Посмотрите, как ее видят разные люди. And first of all, I want to look a little bit about how her husband Давайте sees her. посмотрим, во-первых, какой видит ее муж. Her husband, it says, trusts her completely Здесь in verse говорится 11. в 11 стихе, что муж ей полностью доверяет. And with her, he has everything that he needs. И она дает ему все, что ему нужно. For as long as she lives, she is good to him. Потому что всю She doesn't hurt жизнь him. она добра к нему, она не отвечает ему злом. Wow, just in that very little bit, Вы знаете, даже вот этот отрывок, you see an incredible woman. какая прекрасная женщина. She lives her life in such a way that Она живет так, her husband has no reason to distrust her. что у мужа нет ни малейшего повода ей не доверять. It's an aspect of the Christian marriage that is so valuable. Вы знаете, вот эта сторона христианского брака очень ценна. It's got to be based on trust. Семья должна строиться на доверии. So husbands need to be trustworthy as well as И wives мужья as должны well быть need to такими, be чтобы им trustworthy. можно было доверять. И жены такими должны быть. And this woman is. И она такая. And her husband recognizes it. Ее муж это признает. He says, she's amazing. Он говорит, она удивительна, она замечательна. And frequently we need to look at our wives, Вот нам нужно we who are married, почаще смотреть на своих жен, and remind them that we think they are amazing. что мы считаем их замечательными. But I love this phrase too, and she's good to him. Но мне очень нравится, что она воздает ему добром, или она добра к нему. The Bible teaches, of course, that a man leaves his father and mother and cleaves to his wife. Вы знаете, что Библия учит, что мужчина должен оставить отца и мать и прилепиться к жене. Actually, to husband and wife. They become the first in each other's lives. Становятся первыми друг для друга, то есть они приоритетны, это приоритетные отношения в жизни. And so this woman that's mentioned here is a woman who does good to her И husband. эта жена добро делает мужу. She doesn't hurt him. Она не пытается ему как-то навредить. And she also takes care of him and the family И in a very она special way. заботится и о нем, и о семье заботится, и по-особому очень заботится. She looks for wool and linen. Она добывает шерсть и She лен. likes to work with her hands. И любит работать своими руками. She is like merchant ships. She goes far away to get food. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. So it's such a beautiful thing to have a woman who is creative in so many ways. Прекрасно, когда женщина вот настолько творческая, то есть она может, творческая в данном случае, то есть она может различные находить пути, как можно все это сделать. Now, all women will have different ways in which they're creative. Но вы знаете, каждая женщина, она может быть творческой по-разному. Some will be extremely good at creating an atmosphere within the home that says, it's a joy to live here and I want to make it beautiful for my husband. Знаете, вот некоторые женщины имеют настоящий талант превратить свой дом в настоящее такое вот затишье, уют, когда ты хочешь сделать все, чтобы муж, приходя туда, чувствовал вот эту атмосферу радости, довольства. And men need to appreciate whatever that gift is that our wives have. И муж должен ценить то дарование, которое есть у его жены. Now, Mary Lee doesn't look for wool and linen. Вот Мэри Ли не добывает ни шерсть, ни лен. She's never really liked to
sew. И ей шить никогда не нравилось. But she has so many other Но у нее есть beautiful много других things within her прекрасных that makes талантов, me so proud as a husband. которыми я, как муж, очень горжусь. I remember hearing a famous preacher several years ago. His name was Ira North. Вы знаете, много лет назад я слышал очень известного в то время проповедника, его звали Айра Норс. He preached for years for a congregation in Madison, Tennessee. Он много лет проповедовал в общине Мэдисон, в штате, в городе Нэшвилл, Теннесси. It was the Madison Church of Christ, Община называется Мэдисон, церковь Христова Мэдисон. who, by the way, Madison has been really involved with Natasha and with the school and with the church for many, many Много years. лет сотрудничают, работают с Наташей, с институтом, с нашим. But I remember hearing a sermon that he preached, and he was talking about how that sometimes he used to get really aggravated with his wife. Вы знаете, он однажды проповедовал, говорит, раньше меня очень часто возмущала моя жена. Because there were some things that he thought that she should be able to do that she really didn't do very well. Потому что вот некоторые вещи она не умела делать, а он думал, что она должна уметь их делать. And sometimes it would really irritate И он him. говорит, я иногда так раздражался по этому поводу. And then he all of a sudden thought one day, И вот говорит, однажды я подумал, he thought, you know, maybe she doesn't sew, or maybe she doesn't clean house the way I would like. ну, может быть, она и не шьет, и может быть, она убирает дом не так, как мне бы хотелось. But all of the time she will drop what she's doing and she will go and she will visit the sick. Но если кто-то из наших знакомых в церкви заболел, она бросала все и ехала проведывать их в больнице. She will help me in my work. If I need to go somewhere and need her to go with me, she does it. Если мне куда-то нужно ехать, она всегда ехала туда вместе, едет туда вместе со мной. And he suddenly realized И он вдруг понял, that was her real value вот to в him. чем ее ценность для него. Истинная And he ценность. shouldn't worry И about не the other нужно things. волноваться о чем-то другом. Every woman Каждая женщина has something where she's really valuable at. талантлива в чем-то, и в этом ее ценность. And even when you read a passage like this and you see certain things that are here, there are other things that may be the most valuable things for that particular woman. И когда вы читаете этот отрывок и читаете здесь каких-то конкретных ее талантах, то это не значит, что у всех они такие. У других женщин может что-то другое быть. And her major goal is not that she's going to be able to do everything that he thinks is valuable, but that she is going to be good to him, that she's going to love him, and that she's going to be valuable to him. То есть, смотрите, главная цель этой женщины не в том была, чтобы делать абсолютно все, чего хочет ее муж, или что она считает, в чем он видит ее ценность. Главное для этой женщины было любить мужа, делать ему добро, и в этом была ее ценность. So she has value, she has trust, Итак, он ее очень ценит, он ей доверяет. she's good to her husband, Она добра к своему мужу. she works hard. Она много трудится. Even says this woman, while it's still dark, she gets up and prepares breakfast for her family, and she also organizes the servant И girls. посмотрите, здесь говорится, что еще ночью, заранее, еще засветло, она встает, готовит завтрак, она раздает служанкам разные поручения на день. She gets up and prepares for her day. То есть она раньше встает, чтобы подготовиться к тому дню, который ей предстоит. And then she goes out and she inspects the fields and buys it. Затем она идет, смотрит на разные поля, выбирает, покупает поле. She's willing to be a business lady if she needs to То help есть, the если family. надо, она может вести дела, она деловая женщина. She's willing to go to work if she needs that to help the family. Если нужно физически работать, она это делает, если нужно так помочь своей семье. Her heart is a heart of wanting to bless her husband and to bless her То children. есть в ее сердце одно желание – благословением стать для мужа и для своих детей. Then let's go on down to verse 19. Давайте сразу перейдем к 19 стих. She makes thread with her hands and weaves her own cloth. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. And with what she's doing, evidently she's helping to supply things for merchants.
То есть, также она, скорее всего, производит товар для купцов. And you go on down to verse 24, Если мы посмотрим and it says 24 стих, здесь говорится, she supplies belts to the merchants. она делает покрывало и продает. So Поясы доставляет купцам. not only does her husband see her value, То есть не только муж ценит ее, but other people даже see her value. люди очень высоко ее ценят. And so whatever she does То in есть чем such бы a она ни way занималась, она делает это так, that her husband's proud of her, что и муж ей гордится, but other people that she does business with и is даже proud ее of her деловые партнеры as ей well. гордятся. And it may not be making clothes, it may be something Для totally кого-то different. это, возможно, не производство одежды, для кого-то это может совершенно что-то быть другое. But people in the community Но главное, что люди, живущие вокруг, или look которые at her and здесь say, встречаются, wow, there is a valuable в woman. ней ценность, она такая ценная женщина. And then, of course, in the latter part here, И в конце главы, well, actually, but let's go to verse 20. давайте посмотрим 20 стих. In verse 20 it says, she welcomes the poor and she helps the needy people. Длань свою она открывает бедному, руку свою подает нуждающемуся. And so people who are in need Если человек see her нуждается, value as то well. тоже такой человек нуждающийся очень ее ценит. She's a caring person. Потому что она заботлива, She's a loving person. она любящий человек. One of the things I've always appreciated in our relationship with Mary Lee, Вот мне всегда нравилось в наших отношениях с Марили, when somebody needs help, когда кому-то нужна помощь, I usually say, я обычно говорю, well, I need to go talk to Mary Lee. я с Марили поговорю. One of the things I found generally in my life, I'm usually not as generous a person Знаете, я вот уже по себе замечал, что если честно, то я не такой вот по натуре щедрый. as Mary Lee. Она намного щедрее меня. You know, many of us men are a little more practical. Очень многие мужчины, они так больше к такой практичности склоняются. We got to hold on a little bit Вот to those funds, you know. вот деньги надо держать в руках, чтобы они не расходились. But we're really blessed with wives who are Господь generous благословляет and нас caring щедрыми, want to заботливыми give. женами, которые хотят помогать, to help others. чтобы помочь людям, заботиться о них. And that's the way this woman И was. такой была эта And the poor женщина. recognized И it. бедные это признавали. But then go down in the latter part of the chapter, and I think it's beautiful too there, Конец главы тоже прекрасен, where it talks about her children. где говорится о ее детях. Some of the versions say her children call her blessed. А в некоторых отрывках говорится, что дети ее называют блаженной или благословенной. This particular version that I'm reading from says that her children will grow up and respect her. В моем переводе говорится, что дети вырастают и уважают ее. У нас встают дети и уважают, написано. As children are in their younger years and sometimes their teenage years, they don't really have a comprehension of what mom is doing to help them become a better person. Вы знаете, дети в раннем и даже подростковом возрасте не совсем ценят то, что делает мама, да, и как мама помогает им становиться или вырастать в хороших людей. It usually comes toward the latter part, or as they grow older and as the mom grows older, that they finally По мере realize их взросления, по what мере she's done for them того, как all мама those years. стареет, то дети начинают понимать, сколько мама для них делала. You know, a lot of children have problems with not really showing the respect to their parents that they should be showing. Детей есть эта проблема, что они не проявляют уважения к своим родителям. And as our brother was talking about in the first Наш брат hour, говорил о how important it часа, is that you respect and насколько honor your важно parents уважать и in order to чтить have своих long родителей. life upon the earth. Для того, чтобы долгоденствовать на земле. You want to have a short life? Хотите, чтобы короткая жизнь была? Disrespect your Тогда parents. не уважайте родителей. You want to have a good long life? А хотите хорошую, добрую, долгую жизнь? Honor them. That's what the Чтите Bible своих родителей. says. Так Библия учит. But you know, every parent at times has trouble with children. Вы знаете, у всех родителей иногда бывают проблемы с детьми. You know, we've got 4 wonderful children, but У we've нас had our 4 troubles with them. прекрасных детей, тем не менее у нас с ними тоже проблемы. Have a wonderful son. His name is Rhett. У нас есть прекрасный сын, его зовут Ред. When he was in school, he just liked to have fun. Вы знаете, в школе, когда он учился, ему больше всего нравилось веселиться. He didn't want to study. Учиться ему не нравилось.
Later, he regretted that and Позже said, он why очень сильно жалел. didn't I study Я говорю, more? папа, ну почему я не учился в школе? But he just wanted to play games, Ему хотелось просто играть в разные игры, have fun with friends. веселиться с друзьями. And sometimes Mary Lee and I would И порой cry, мы просто плакали. and we would beg, И мы умоляли. and we would plead, И мы его просили. and we would do all kinds of things to try to get him to see what he Чего мы needed to do. Чтобы он понял, что ему нужно делать. Boy, I can remember a time when Знаете, we как were я помню хорошо, laying in bed early in the morning and we found out that Red had done something that we didn't approve of. когда рано утром мы проснулись, еще даже не встали, но уже узнали о том, что Ред совершил один ужасный поступок. And both of us were Вы crying, знаете, мы оба расплакались. pleading. Мы начали умолять. We tried being nice, we tried yelling, Старались и добрыми быть. Мы и кричать на него All старались. Чего kinds of мы things. только не старались сделать. but you know what? Но вы знаете, Later in life, позже уже в своей many жизни times children realize дети очень what their часто parents приходят к went through. осознанию того, через что прошли их родители. Mary Lee would sometimes say to Red, Иногда Марли говорит Реду, yeah, you're going to learn from your children one of these days too. ничего, твои дети это тоже покажут со временем. Uh, Ты поймешь. that was almost like, I hope you have to go through what we have gone through. Знаете, иногда это даже надежда. Как мы надеемся, что ты пройдешь через что мы с тобой прошли. And you know what? Today, Red totally really remembers that. Ред помнит и вспоминает эти слова. He will say to his mother, Mother, why did you put that curse on me? Мама, зачем ты меня так прокляла? Because sometimes he has trouble Потому with что his children. иногда у него такие же проблемы теперь с его детьми. But I want to read you something that Red wrote this morning Прочитать вам письмо, которое Ред прислал нам этим утром. to his mother. Он маме прислал письмо. He says, Thanks, Mom. Спасибо, мама. We love you. Мы тебя любим. Thankful for all you do and have a wonderful Mother's Day. Я благодарен тебе за все, что ты делаешь. И желаю тебе прекрасного Дня Матери. Sorry we couldn't be there to celebrate it with you. Мне очень жаль, что мы не можем отметить и отпраздновать его вместе. Then he said this. А дальше он пишет. As I sat here in the bleachers at Tyler's baseball game, right after the morning at Brandon's soccer game, it makes me think of how dedicated you were to our sports and activities. Вот я сейчас сижу у Тайлера на игре, приехал сюда с игры Брэндона и думаю, сколько времени ты посвятила вот всем нашим мероприятиям, всем, что мы делали, всем играм, в которые мы играли. He says no matter how busy you were, Как бы ты ни была занята, you always made time to watch us play. ты всегда находила время, чтобы посмотреть, как мы играем. I see today how important that is to Brandon and Tyler, Теперь я вижу, что для Брэндона и Тайлера это очень важно. and now know how difficult it is as a parent. И я теперь понимаю, как тяжело быть родителем. Thank you for instilling that mentality in us. Спасибо за то, что вы привили нам такое мышление. All our kids are blessed Все наши дети очень благословлены by your example. тем, что вы были таким примером. We love and miss you. Мы вас любим и скучаем за вами. When he was young, I don't think he fully realized that. Маленьким он этого не думал, что он это понимал. I think it took him now having children to Теперь see уже, what moms and dads do. когда у него свои дети, теперь он только начинает понимать, сколько для него сделали мама с папой. Children, Дети, honor your чтите mother. своих матерей. Your mother and dad, but И honor отцов your тоже, mother. но чтите своих матерей. And I think that's part of what was being said in that earlier lesson this morning too. И мне кажется, мы сегодня услышали это и на первом часе. And this says, her children will grow up to and respect her. Здесь говорится, что дети ее вырастут и будут уважать ее. It may come later on in life, У кого-то из детей это может прийти позже в жизни. but it also says, and her husband also praises А her. муж хвалит ее. He says, there are many excellent wives, but you are better than all Смотрите, of что them. ей муж говорит. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их.
And then I love some of the latter part what it says, especially as I get down to verse 30. А дальше мне очень нравятся последние стихи, особенно 30. A woman who is charming can fool you. Миловидность обманчива, или в втором переводе привлекательная женщина может вас обмануть. Beauty itself is fleeting. Красота суетна. But Но a woman жена, who reveres боящаяся the Almighty God Господа, should be praised. достойна хвалы. When it all comes down to the end of it, Вы знаете, вот, подводя, если подвести черту, it's important for her husband то, to praise конечно, her, важно, her чтобы children ее to муж call her хвалил. blessed, Важно, чтобы the poor дети говорили, что она to see her благословенна. value, Важно, чтобы бедные видели, and for насколько merchants это важный для них человек и ценный. to И also все, see her чтобы value. ценили ее. But when it comes to the end, the real thing that is Самое important важное is her relationship — with это the ее Almighty God. отношения со всемогущим Богом. And I think that every woman Мне кажется, что who каждая puts женщина, God first in her life которая ставит Бога на первое место в своей жизни, will learn from Him будет учиться у Него to be this kind of woman. становиться такой благочестивой женщиной. May God И bless пусть you. Господь благословляет вас, May God bless you that are mothers. матерей. And we honor you Мы вас today. чтим сегодня, в этот день особенный. You are very special. Вы особенны. Thank you. И спасибо вам.